Ты не можешь быть любимым, если ты не показываешь, кто ты. Но дело не только в показе. Дело в том, что ты сам не знаешь, кто ты. Ты живешь, глядя вовне. И ты думаешь, что другие люди отказываются любить тебя. Но на самом деле, ты сам не даешь им шанса. Почему? Потому что ты не позволил себе быть увиденным. Ты вытеснил те части себя, которые считаешь неправильными. Ты сам вычеркнул их, а потом удивляешься, что тебя не видят целиком. Юнг называл это тенью. Это не зло, не дьявол, не монстр. Это ты, которого ты прячешь. Это та часть, которую ты не смог принять. Это слабость, злость, обида, зависть, потребность, страх. Ты закрыл ее в подвал, потому что в детстве тебе сказали, что так нельзя. Ты научился быть удобным, но перестал быть собой. Ты стал версией, за которую тебя хвалят, а не тем, кого можно полюбить. Люди чувствуют ложь. Даже ту, которую ты не замечаешь в себе. Они не понимают, почему им с тобой не по себе. Но внутри них срабатывает сигнал: здесь кто-то прячется. Пока ты не признаешь свою тень, ты будешь встречать ее в других. Ты будешь раздражаться на людей, которые похожи на твои вытесненные части. Ты будешь судить, осуждать, отталкивать. А главное, ты не позволишь себе быть уязвимым. Ты не дашь никому подойти близко. Ты будешь просить любви и одновременно отталкивать ее. Юнг писал: пока ты не сделаешь бессознательное сознательным, оно будет управлять твоей жизнью, и ты будешь называть это судьбой. Ты думаешь, что тебя никто не любит. Но это просто твоя тень не дает подойти ближе. Ты хочешь, чтобы тебя видели. Но ты сам не выдерживаешь взгляда внутрь. Ты боишься быть разоблаченным, потому что боишься оказаться неправильным. Но правда в том, что любовь начинается не с правильности. Она начинается с честности. И если ты врешь себе, никакая внешняя любовь не пройдет фильтр. Ты будешь отталкивать ее, обесценивать, подозревать. Ты не поверишь, что это про тебя. Потому что ты не считаешь, что тебя можно любить. Ты считаешь, что можно любить только твою маску. И каждый раз, когда кто-то смотрит на тебя добрыми глазами, ты пугаешься. Ты боишься, что если они узнают правду, они уйдут. Но они не могут узнать правду. Потому что ты ее сам не признаешь. Ты не видишь себя. А значит, никто не может увидеть тебя. Ты показываешь фасад, за которым нет живого дыхания. Парадокс в том, что тень — не враг. Она хочет быть понята, не отвергнута. Это твоя боль, твоя слабость, твой невыносимый опыт. Но если ты отвергаешь это, ты отвергаешь себя. А значит, любовь, направленная к тебе, будет биться о стену, которую ты сам построил. Ты хочешь, чтобы кто-то пришел и полюбил тебя настоящего. Но ты не пускаешь даже самого себя в эту зону. Ты не бываешь там. Как туда дойти другим? Пока ты не увидишь свою тень. Ты будешь жить как функция. И тебя будут любить как функцию. Удобный, умный, надежный, веселый, правильный. Но не ты. Потому что ты больше. Твоя боль — тоже ты. Твоя ревность — тоже ты. Твоя злоба, вина, усталость — это не дефекты. Это ты. И пока ты отвергаешь это, ты не целый. А любить можно только того, кто целый. Не идеального, а целого. Ты хочешь быть понятым, но сам себя не слышишь. Ты хочешь быть увиденным, но сам отворачиваешься.
Ты хочешь быть любимым, но сам прячешь свои корни. Любовь не просачивается через маску. Она требует контакта. А контакт невозможен без риска. Риска быть увиденным. Риска быть отвергнутым. Риска быть собой. Пока ты отрицаешь свою тень, ты отвергаешь себя. А значит, каждый раз, когда тебя будут любить, ты будешь считать, что это ошибка. Ты будешь ждать, когда тебя раскроют и покинут. Потому что ты сам себе этого не прощаешь. Но ты не преступник. Ты просто живой. И ты не обязан быть идеальным. Ты обязан быть собой. А это невозможно без признания всего, что внутри. Ты все еще ждешь, что кто-то придет и докажет тебе, что ты достоин любви. Ты ждешь, что кто-то тебя увидит, примет, не сбежит. Но любовь не начинается с другого. Любовь начинается с момента, когда ты перестаешь ждать. С момента, когда ты перестаешь просить и начинаешь слышать себя. Пока ты ищешь любовь, ты подтверждаешь себе, что внутри пусто. Ты просишь у другого то, что сам себе не даешь. Принятие. Доброты. Место. Право на существование. Но если ты сам этого себе не позволяешь, тебе будет казаться, что никто не дает. Ты не можешь быть любимым, пока ты сам не умеешь быть с собой. Потому что любой взгляд извне будет тобой интерпретироваться как угроза. Даже доброта будет пугать. Ты не поверишь. Ты скажешь, это не про меня. Ты испорченно услышишь даже самые теплые слова. Ты подставишь внутренний фильтр, и через него все станет холодным. Юнг писал, то, что мы не принимаем в себе, мы ищем в других. Но то, что ты ищешь, не находится. Потому что это не предмет. Это состояние. Ты не можешь быть по-настоящему любимым, пока ты не живой внутри. Пока ты — роль, ты будешь получать любовь к роли. А потом страдать от того, что это не настоящее. Ты можешь получить признание, уважение, даже отношения. Но они будут строиться не на тебе, а на том, кем ты стал, чтобы быть принятым. Ты пожертвуешь собой ради любви. А потом будешь ненавидеть того, кто принял твою маску. Ты сам же и разрушишь все, что построил. Ты хочешь быть любимым за то, кем ты являешься. Но ты не показываешь, кто ты есть. Потому что боишься, что тебя не примут. И тут возникает ловушка. Если ты не показываешь себя, тебя не могут любить. А если ты показываешь, ты боишься, что это будет больно. Любовь начинается в момент отказа от игры. Когда ты не притворяешься. Когда ты говоришь, я не знаю, как быть идеальным. Но я есть. Это не про самоуверенность. Это про честность. Про внутреннюю неподделанность. Ты не можешь быть настоящим и одновременно безопасным. Настоящее всегда уязвимо. Оно всегда открыто. Ты не обязана быть сильной. Ты не обязан быть светлым. Ты обязан быть собой. Все остальное — игра. Игра, в которой ты проигрываешь каждый раз. Даже если аплодисменты громкие. Пока ты живешь в зависимости от внешней оценки. Ты не живешь, а отражаешь. Ты не строишь, ты приспосабливаешься. И это не про быть эгоистом. Это про право существовать в своей реальности. А не только в отражении чужих взглядов. Пока ты не строишь опору внутри, ты зависишь. Ты становишься потребителем любви. А не тем, кто ее излучает. Ты хочешь быть любимым, но сам себя не выносишь. Ты хочешь, чтобы тебя приняли, но сам отвергаешь свои эмоции. Ты хочешь близости,
но сам от себя отдалился. Это не вина. Это паттерн. Его можно заметить. Его можно переписать. Но для этого нужно быть готовым прожить себя. Без сценария. Без ожиданий. Быть собой — это не медитация. Это внутренняя честность, которая часто страшнее одиночества. Потому что ты, наконец, остаешься наедине с правдой. И именно оттуда начинается любовь. Не с признания. С узнавания. Ты смотришь в зеркало. И впервые не отворачиваешься. Ты остаешься. Ты перестаешь быть фоном. Ты становишься центром своей жизни. И тогда другие начинают реагировать иначе. Потому что появляется сила. Не напор, а глубина. Ты становишься не тем, кого нужно любить. Ты становишься тем, кого невозможно не почувствовать. Даже если не понимают. Даже если боятся. И это уже не про поиск. Это про притяжение. Это уже не стратегия. Это состояние. Ты спрашиваешь, почему никто не любит меня по-настоящему? Но настоящая любовь начинается не с другого. Она начинается с тебя. Ты хочешь быть понятым, но сам не понимаешь себя. Ты хочешь, чтобы тебя принимали, но сам отвергаешь важные части своей личности. Ты хочешь, чтобы кто-то увидел тебя, но ты все время прячешься. Прячешь уязвимость. Прячешь страх. Прячешь вину, тревогу, ревность, сомнение и ярость. Ты все время надеваешь лицо, за которым не дышится. Ты хочешь, чтобы любовь пришла к тебе через твою маску. Но настоящая любовь не может найти вход, если ты весь защита. Люди чувствуют. Даже если не осознают, они чувствуют. И если ты не в контакте с собой, ты не в контакте ни с кем. Только когда ты встречаешься с собой, по-настоящему, ты начинаешь быть настоящим и в глазах других. Не потому, что изменился мир, а потому, что изменилась точка присутствия. Ты становишься не тем, кто ищет любовь, а тем, кто излучает реальность. Ты уже не нуждаешься, ты просто есть. Когда ты входишь в контакт с собой, ты перестаешь быть гладким, идеальным, предсказуемым. Ты становишься живым. Ты не следуешь шаблону, не реагируешь автоматизмом. Ты отвечаешь изнутри. Ты в диалоге с жизнью. И вот тогда появляется возможность встречи. Потому что человек рядом наконец чувствует, что с ним не функция, не роль, не фасад, а другой человек. В чем сила настоящего присутствия? Оно не требует. Оно просто обнажает правду. Когда ты в контакте с собой, ты не давишь. Ты не нуждаешься. Ты не цепляешься за внимание, за признание, за любовь. Ты просто есть. Целый, полный, со своей тенью и светом. Не идеальный, но настоящий. И в этом состоянии другой человек может тоже выдохнуть. Потому что рядом с живым хочется быть живым. Когда ты перестаешь подавлять себя, ты перестаешь контролировать других. Ты отпускаешь необходимость быть понятым любой ценой. И в этой тишине возникает то, что невозможно добиться усилием. Контакт. Ты начинаешь говорить без напряжения. Слушать без защиты. Смотреть без страха быть разоблаченным. И вот тогда происходит то, чего ты ждал всю жизнь. Тебя видят. Не внешне. Не образ. А тебя. И это узнавание не требует слов. Оно случается изнутри.
как будто что-то внутри другого человека говорит: вот он. Наконец-то. И ты чувствуешь, что тебе больше не нужно кричать. Не нужно объяснять, доказывать, бороться. Ты просто есть, и этого достаточно. Когда ты увидел себя, ты стал доступным для мира. Ты больше не мираж. Ты больше не вырезал из себя куски, чтобы вписаться. Ты больше не замираешь, когда кто-то приближается. Ты встречаешь. И именно это становится магнитом. Ни техника, ни стратегия, ни как правильно вести себя в отношениях. А ты — настоящий. Ты не обязан быть идеальным. Ты обязан быть живым. И тогда рядом с тобой другие начнут оживать. Потому что все устают от игры. Все хотят быть настоящими. Но кто-то должен быть первым. И если ты становишься этим первым, ты открываешь пространство, в котором возможна любовь. Не за что-то. Не несмотря на. Просто потому что. Тебя видно. Тебя слышно. И рядом с тобой не страшно быть собой. Это и есть настоящая близость. Это и есть настоящая любовь. И начинается она не с других. С тебя.